Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про еще одни прошлогодние беспроводные наушники с распродажи 11.11, которые приехали только сейчас. Уже и не помню, какая это пара по счету, что так долго ехала с момента заказа после данной прекрасной акции, но наушники многим были интересны, я их заказал, просто ждать пришлось намного дольше, чем обычно. Скажу сразу, игроков наушники скорее порадуют, а вот для разговоров гарнитура так себе. Когда дойдем до теста микрофона, там будет более понятно, а главное наглядно. Ну а пока начну сначала. На момент заказа наушники стоили $52, и как по мне для такой цены упаковочка очень простенькая, особенно учитывая, что это позиционируется в качестве игрового аксессуара. Тут сразу можно вспомнить Red Magic TVS Gaming и их подачу своего продукта, а ведь обошлись они мне в 1,5 раза дешевле. FlyDigi в свою очередь идут в белой картонной коробке, внутри которой тебя ожидает кейс с уложенной в него парой наушников, зарядный кабель USB-C, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя на китайско-английском языке вперемешку, что, если честно, не особо читабельно. Ну да ладно. Зарядный кейс выполнен из матового пластика и имеет сильно скругленные углы. Стоять вертикально на плоской поверхности он не сможет, но при этом в руках лежит приятно и в целом собран качественно. Петля крышки пластиковая, но сама крышка при этом не болтается и не люфтит. На задней стороне корпуса установлена единственная физическая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек, а спереди красуется однополосный светодиодный индикатор состояния, спрятанный в серой внутренней вставке. Синим свечением будет гореть интервал заряда от 100 до 20%, красным все, что ниже 20%. Конечно, не слишком информативно, но хотя бы имеется и такой. В нижний торец встроен разъем для зарядки, а внутри спрятан аккумуляторный блок на 500 мАч. Габаритные размеры корпуса по длине, ширине и высоте составляют 64 на 25 и на 47 мм соответственно. Вес кейса с наушниками внутри получается 47 грамм, без 37. Сами наушники выполнены из глянцевого пластика в форм-факторе внутриканального исполнения с ножкой. Пластик качественный и ощущение дешевизны не создает. Несмотря на довольно оригинальную и фактурную поверхность сенсорной области для управления функциями мультимедиа, никаких световых индикаторов на корпусе наушника нет. Здесь ничего не мигает и не светится. Можно сказать, это полная противоположность игровым наушникам от Red Magic, которые мы еще сегодня вспомним и не раз. Датчиков автопаузы в наушниках нет, а по управлению функциями жесты здесь следующие. Двойное касание отвечает за плей-паузу, а по тому же действию во время звонка можно ответить на вызов или завершить разговор. Удержание пальца на сенсорной области в течение 2 секунд позволяет переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом назад. Тройной тап по левому наушнику вызывает голосового ассистента, а по тому же действию на правом можно активировать игровой режим, который обеспечивает более низкую задержку звука во время игрового процесса. И по итогам своих игровых тестов во время работы этого режима я получил следующие результаты. PUBG Mobile показал интервал задержки в 220-240 миллисекунд. При этом на слух такое отставание услышать сложно, но при желании все же возможно. В целом, играть даже при таких значениях лично мне было комфортно, может быть потому, что я просто не профи. То же самое могу сказать и про сессию в Call of Duty Mobile. Здесь аналогично имеется хорошая оптимизация под беспроводные наушники. В принципе, эти два шутера по данной части идут рука об руку с небольшой лишь разницей. Мой результат по задержке показал интервал в 180-320 миллисекунд. Такой разброс получился из-за выбора типа оружия. К примеру, в снайперской винтовке задержка как раз и составила 320 миллисекунд, а вот автомат звучит с разницей в 180. К сожалению, в танках, как и в случае с наушниками Red Magic TVS Gaming, все намного прозаичнее. Как я уже говорил в том своем обзоре, оптимизация игры под беспровод оставляет желать лучшего. Здесь интервал задержки практически в 2 раза больше, чем в предыдущих играх. Конкретно у меня получалось в моменты выстрелов отставание звука на 600 миллисекунд, что на слух ощущается довольно сильно. Оттого именно для этой игры ТВС наушники однозначно противопоказаны. К сожалению, пока танкистам лучше оставаться на проводах. Ну и дабы отмести все вопросы по моим замерам, вот небольшой кусочек этого процесса. Все значения я теперь вымеряю в редакторе с помощью тайм-кода с тысячными долями миллисекунд на оригинальных отснятых исходниках. Единственная погрешность, что ранее присутствовала в этом измерении, это частота кадров в самом видео, но сейчас с этим стало проще, тайм-код все-таки решает эту проблему.
Что же до YouTube, то с этим в наушниках полный порядок. На слух звук от видео не отстает, смотреть ролики можно с комфортом. Здесь, если и имеется задержка, то она очень минимальна. А вот что касается непосредственно звучания в CyberFox T1, то как по мне здесь слишком много баса. Середина сильно утоплена вниз, отчего музыкальные композиции переполнены излишним объемом, даже в тех местах, где его попросту быть не должно. Однако я не могу сказать, что они хрипят или где-то появляются перегрузы, нет, здесь такого не наблюдается. Просто сам по себе звук получается глухой и немного долбящий. И этот эффект еще усиливается недостаточно четкими верхушками. Однозначно бас здесь главный, и на нем сделали акцент при настройке. Вполне допускаю, что в таком положении вещей немаловажную роль сыграли и 12-мм динамические излучатели. Реально такие размеры больше присущи вкладышам, нежели внутриканальным наушникам, так что басхеды точно будут в восторге. А вот лично я, как отмечал уже не раз, предпочитаю более детальное звучание, когда все более-менее ровно, ничего не выпирает и находится на своих местах. Здесь такого я не услышал. За передачу звука в устройстве отвечает два аудиокодека на выбор, это AEC и SBC. Уровня громкости в наушниках вполне достаточно и даже имеется небольшой запас примерно в 10%. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники на одном заряде отыграли 2 часа и 58 минут, что немного не соответствует заявленным производителям 4 часам работы. Но к такому повороту событий я уже начинаю привыкать, хотя бывает и исключения. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Как я и сказал в самом начале, лично мне показалось, что шумодавы справляются не особо хорошо. Проверяем работу микрофонов в наушниках FlyDJ CyberFox T1. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас я открываю по традиции окна, запускаю сюда много ветра и мы слушаем, как отрабатывает сценарий использования. Очень сильная погода, сюда сбивает прям очень много ветра. И вот так ты можешь услышать, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум, она набирает обороты, сейчас уже через 5 секундочек у меня будет здесь в салоне стоять жуткий шум, отовсюду выдувает горячий воздух. И вот, собственно, при таком сценарии использования вот так вот отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Можешь убедиться сам, послушать, собственно, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать по вот этим вот наушникам, ну и обогреваться машине на полную. Как-то так. Так, ну и, собственно, еще один тест работы микрофона я решил записать для наушников FlyDJ CyberFox T1. Вот так они звучат на улице. Машины здесь не так часто ездят, но тем не менее сегодня вот ветерочек такой. И, собственно, можно примерно понять, как я буду слышать собеседник, но если ты вот будешь идти и разговаривать в этих наушниках на улице. Вот как-то так это все работает. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает Bluetooth 5 версии. Наушниками можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один из них останется в кейсе. Главного в паре нет. По стабильности связи к моему экземпляру в целом нареканий нет. На улице, в квартире и в местах скопления большого количества людей полет отличный. Никаких обрывов, даже мельчайших, я не ловил. Ну и подводя некий итог, признаюсь честно, по данной модели у меня какие-то смешанные чувства. С одной стороны, свое прямое предназначение, как игровые, наушники в целом выполняют. Но вот если смотреть со всех остальных сторон, то как-то за 57 баксов, если покупать без скидок на сегодняшний день, к наушникам вопросы есть. Звучание, быть может, дело индивидуальное и своеобразная вкусовщина, но вот работа микрофонов мне не понравилась. Такое ощущение, что шумоподавление здесь отсутствует как таковое. Конечно, если тебе не нравится куча лампочек в Red Magic, то можно как альтернативу рассмотреть CyberFox, и возможно тебя вполне устроит именно такой вариант, особенно если ты любишь, когда в звучании много баса. Но как по мне, Red Magic TVS в этой схватке лучше во всем, даже несмотря на их уж очень игровой дизайн. Но разумеется, это лишь мое мнение, а вот окончательный выбор, как всегда, остается только за тобой. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.